Привет, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 8 августа 2026 года, и тема у нас с вами неожиданная. Я специально выбрал ее, потому что она прямо сейчас висит в воздухе. Она обсуждается реально в кулуарах, в комментариях, даже в соцсетях, и почти никто не решается довести ее до логического конца. И поэтому сегодня мы поговорим об этой теме и поговорим о патриотизме, но не об абстрактном патриотизме, не о том, как красиво петь гимн или вывешивать флаги. Мы поговорим о патриотизме украинских государственных служащих, народных депутатов и президента Украины. Давайте начнем с азов, потому что иногда самые, казалось бы, простые вещи люди предпочитают как бы не замечать. Друзья, все мы знаем, что именно государственные служащие – это те люди, которые должны исполнять законы. Не обсуждать, не интерпретировать в свою пользу, а тупо исполнять. Они получают зарплату из наших с вами налогов именно за то, чтобы эти законы работали. Все мы знаем, кто эти законы принимает. Это народные депутаты Украины. Они сидят в Верховной Раде, они голосуют, они поднимают руки или нажимают кнопки, и именно их воля превращается в закон. И все мы знаем, кто эти законы подписывает. Это президент Украины. Без его подписи закон не вступает в силу. Он, президент, последняя инстанция в законодательном процессе. Получается замкнутый круг власти. Депутаты принимают, президент подписывает, госслужащие исполняют. И все трое – это ключевые фигуры украинского государства. А теперь главный вопрос. Раз уж в нашей стране так остро стоит языковой вопрос, раз уж русский язык объявлен чем-то недопустимым, опасным, почти преступным, особенно в устах тех, кто служит государству, то давайте доводить эту логику до конца. Если государственный служащий не должен использовать русский язык, то он не должен и читать на русском языке. А если он не должен читать, то у него в доме не должно быть русских книг. Правда же? Логично. Книга – это не просто бумага с буквами. Книга – это носитель языка, носитель культуры, носитель мировоззрения. Книга – это кобура оружия. Если человек держит дома томик Достоевского, Толстого, Булгакова или даже
советский учебник физики на русском или современные книги, изданные в Москве, значит, он допускает этот язык в свое личное пространство. А личное пространство государственного служащего, депутата или президента – это уже не совсем личное или даже совсем не личное. Это пространство человека, который олицетворяет государство. Поэтому возникает очень простое и жесткое предложение. Нужен контроль. Настоящий, системный, без сантиментов. Контроль за языковой чистотой тех, кто находится на государственной службе. Но контроль сам по себе не работает. Нужны инструменты, нужны люди, которые будут иметь право приходить и проверять. Нужны, если хотите, языковые полицейские, специальная служба, сотрудники которой получат полномочия проводить обыски. Обыски где? В квартирах, в частных домах, в служебных кабинетах, у государственных служащих любого ранга, у народных депутатов и, внимание, у президента Украины. Только одна цель таких обысков – обнаружить наличие или отсутствие книг, учебников, журналов, электронных файлов, аудиокниг, всего, что издано или записано на русском языке. И вот здесь очень важный момент, друзья. Доказательствами наличия книг на русском языке в домашней библиотеке государственного служащего, народного депутата или президента могут служить не только результаты самого обыска. Доказательствами признаются фотографии, видеозаписи, свидетельские показания, а также любые письменные материалы. То есть, даже если человек успел спрятать книги до прихода комиссии, но есть фото, где эти книги стоят у него на полке, или видео, или показания соседей, родственников, помощников, или какие-то письменные подтверждения, все это будет считаться полноценным доказательством. Представьте картину. Приходит комиссия, открывают шкафы, смотрят полки, проверяют жесткие диски, смотрят облачное хранилище, находят томик Пушкина или сборник стихов Есенина, или, не дай бог, Мастера и Маргариту. Что дальше? Дальше общественное обсуждение, фотографии этих книг, видео с места обнаружения, свидетельские показания. Все должно быть опубликовано. Общество должно увидеть, что человек, который клянется в преданности украинскому языку, у себя дома хранит русскую литературу. А после общественного обсуждения конкретные последствия. Если это государственный служащий, ставится вопрос об увольнении. Немедленно, без выходного пособия, с записью в трудовой книжке. Уволен в связи с нарушением языковой чистоты. Если это народный депутат, ставится вопрос о лишении мандата, потому что человек, который голосует за законы о защите украинского языка,
а сам дома читает русские книги, это лицемер, и такому человеку не место в парламенте. А если это президент, тогда импичмент, прямо и без обиняков. Президент, у которого в личной библиотеке обнаружены русские книги или есть фото, видео, свидетельские показания об этом, не может быть гарантом Конституции и символом государства. Вот такая жесткая, но абсолютно логичная конструкция. Поэтому, друзья, я предлагаю не просто обсуждать, а разработать конкретный законопроект. Назовем его так. Закон Украины о контроле над информационным и языковым пространством государственных служащих, народных депутатов Украины и президента Украины. И знаете, кто мог бы стать автором такой инициативы? Ирина Фарион. Именно она годами говорила о языковой чистоте, о недопустимости русского языка в публичном пространстве. Этот закон стал бы логическим продолжением ее позиции. А теперь давайте подробно разберем, как мог бы выглядеть этот закон. Я пройдусь по статьям и подробно объясню каждую. Статья 1. Настоящий закон направлен на обеспечение языковой чистоты, информационной безопасности и патриотической преданности в сфере государственной службы, деятельности народных депутатов Украины и президента Украины. Цель закона достигается путем установления обязательного и непрерывного контроля за наличием в личном пользовании указанных лиц любой литературы, аудио и видеоматериалов, изданных или созданных на русском языке. Статья 2. Сфера действия. Действие настоящего закона распространяется на 3 категории лиц. Первое. Всех государственных служащих, без исключения, от рядового инспектора до министров и руководителей центральных органов власти. Второе. Народных депутатов Украины, действующих, и тех, кто только избран. Третье. Президента Украины. Статья 3. Основной запрет. Государственным служащим, народным депутатам Украины и президенту Украины категорически запрещается иметь в личных библиотеках книги, журналы, газеты на русском языке, хранить на электронных носителях, в компьютерах, телефонах, планшетах и облачных хранилищах любые тексты, аудиокниги, подкасты на русском языке, пользоваться электронными библиотеками, где присутствует русскоязычный контент. Статья 4. Орган контроля. Для реализации настоящего закона создается специальный государственный орган – служба языкового контроля – СЯК. Сотрудники этой службы наделяются широкими полномочиями проводить плановые и внеплановые обыски
в жилищах и служебных помещениях лиц, указанных в статье 2, изымать обнаруженные материалы, составлять протоколы, передавать материалы в соответствующие органы для принятия кадровых и политических решений. Статья 5. Доказательства нарушения. Доказательствами наличия книг, иных печатных изданий, электронных файлов и аудиоматериалов на русском языке в домашней библиотеке, жилище либо в пользовании государственного служащего, народного депутата Украины или президента Украины признаются: первое – фотографии, второе – видеозаписи, третье – свидетельские показания, четвертое – письменные материалы, в том числе заявления, письма, документы, скриншоты, описи и любые другие письменные подтверждения. Указанные доказательства имеют равную юридическую силу с результатами непосредственного обнаружения материалов во время обыска. Статья 6. Последствия обнаружения запрещенных материалов. Если наличие запрещенных материалов подтверждено любыми доказательствами, указанными в статье 5 настоящего закона, наступают следующие последствия. Первое. В отношении государственного служащего немедленное отстранение от должности и постановка вопроса об увольнении из государственной службы по специальной статье. Второе. В отношении народного депутата Украины внесение представления о досрочном прекращении полномочий и лишения депутатского мандата. Третье. В отношении президента Украины инициирование процедуры импичмента в соответствии с Конституцией с указанием в качестве основания нарушения требований языковой чистоты и информационной безопасности государства. Все доказательства, фото, видео, свидетельские показания, письменные материалы подлежат обязательной публикации в открытых источниках. Статья 7. Общественный контроль и прозрачность. Каждый гражданин Украины имеет право сообщать в службу языкового контроля о возможных нарушениях и предоставлять фотографии, видеозаписи, письменные материалы и свидетельские показания. Анонимные сообщения принимаются. По каждому сообщению проводится проверка. Статья 8. Ответственность за воспрепятствование. Любое сопротивление сотрудникам службы языкового контроля, попытки спрятать книги, удалить файлы, уничтожить доказательства или иным образом помешать проверке квалифицируется как отдельное правонарушение и влечет дополнительную ответственность. Статья 9. Заключительное положение. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Кабинету министров поручается в течение 30 дней создать службу языкового контроля и обеспечить ее необходимым финансированием и штатом. Вот, друзья, такой закон жесткий, последовательный, логичный. Если мы действительно считаем, что русский язык не должен существовать в пространстве украинской власти, то нельзя ограничиваться лозунгами. Нужны механизмы, нужны обыски, нужны увольнения, нужен импичмент и нужны четкие правила. Фото, видео, свидетельские показания и письменные материалы. Все это полноценное доказательство, потому что патриотизм проверяется не словами с трибуны, а тем, что стоит у человека на полке дома, когда никто не смотрит, и тем, какие доказательства этого существуют.
Я, юрист Валерий Табаков, считаю, что такой закон необходим, и я готов участвовать в его разработке. А вы как думаете? Пишите в комментариях, поддерживаете ли вы идею тотального контроля за языковой чистотой тех, кто управляет нашей страной. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если тема важная. По возможности донатьте, реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. До новых встреч, друзья! С вами был юрист Валерий Табаков.